Доброе утро. Я живу на последнем этаже, и каждое утро чувствую себя каким-то Карлсоном. Сегодня день страйка. Это означает, что многие улицы будут перекрыты. Мне даже хотели перенести занятия на онлайн. Как они написали, они переживают за безопасность студентов и как мы будем добираться в школу. Я правда похожа на человека, который может этого испугаться? Сегодня у меня будет только одно занятие по финансам. Оно будет длиться 3 часа. Кстати, это лучшая тоналка, которую я использовала. Я не знаю, как сейчас перейти на более легкие основы, потому что я будто бы увидела, как может выглядеть мое лицо. Вот я просто это увидела. Я не знаю, как это развидеть. Я не знаю, как это забыть. А вообще нам бы неплохо ускориться. So you think that was the purpose of it? Okay. Then why they lay off such amounts of stuff? So you have the New York Stock Exchange, you have the London Stock Exchange, but in the US there's another stock exchange called the NASDAQ, which is for tech companies, specifically for tech. So for example, Ford, General Motors, they are listed on the New York Stock Exchange. Самое время ответить на вопросы касаемо моего обучения. Во-первых, я не учусь здесь в университете. Я учусь в школе на курсах, где выбрала предметы, которые меня интересуют. Я никак сюда не поступала. Все, что требовалось от меня, это просто знание английского. Это все. Чувствую ли я языковой барьер? Я чувствовала его, наверное, первые дня 2. Мой мозг как-то перестраивал формулировку предложений и выражение своих мыслей, но потом я полностью расслабилась, потому что здесь, правда, никто не уделяет такое большое значение ошибкам. Здесь никто не будет вас перебивать и говорить, а вот здесь вот нужен был past continuous, а ты поставила present simple. Угу. Никто не будет делать каких-то замечаний, конечно же, если вы не на учебе и ваша основная цель — это не языковые курсы. Тогда это вполне логично. Здесь люди не пытаются как-то залезть тебе в душу. Они не пытаются узнать нечто большее, чем ты готов им рассказать. Это мне безумно нравится. К слову об общении, недавно я наткнулась на совершенно новое приложение Chips, которое представляет собой видеокомьюнити и позволяет находить и коммуницировать с креативными людьми через треды. Это цепочки видеоответов от разных пользователей. Идея приложения такова, что ты можешь создать свой собственный тред, либо ответить другому пользователю. Например, я уже сняла несколько тредов про будни в Лондоне, поэтому ищите меня там по этому нику. В приложении проходят разные крутые конкурсы, и есть амбассадорская программа, поэтому приглашай своих друзей в приложение и получай вознаграждение. Также Chips устраивает различные мероприятия в разных городах страны, где награждают лучших креаторов приложения. Ну и так как это закрытое видео-комьюнити, попасть в него можно только по специальному инвайт-коду. Мой личный код приглашения я оставила в описании. Большой плюс, что приложение довольно новое, и это прекрасный шанс для ребят, которые хотят реализовать свой потенциал в медиа либо в социальных сетях. Приложение доступно как и в App Store, так и в Google Play. Ссылку на него вы найдете в описании. А мы продолжаем.
Что касается моего питания здесь, в основном я ем только на ужин. Ужинаю я вкусно, много, прекрасно, я считаю. Утром я беру себе кофе, иногда еще маффин. Я, правда, не знаю, из чего они здесь их делают, но они невероятно вкусные. Они невероятно вкусные, с черникой. Если я не завтракаю, я могу пообедать, взять какой-то салат. Еще мне нравятся такие батончики с орехами. Мне нужно сделать небольшой доклад, который, в принципе, связан с правом, но мне нравится, что все задания связаны с какими-то кейсами. То есть это не просто... Найдите закон по поводу этого, найдите вот это, вот это, вот это. Где ты по факту не чувствуешь какой-то вовлеченности в процесс. Ты просто собираешь огромное количество нудной, скучной информации. Мне дали кейс про Илона Маска. После того, как он купил Твиттер, он сократил большое количество персонала, просто отправив им имейл, мол, завтра можете не приходить на работу. И мне нужно найти законы и доказать, что он нарушил права работников. Это то, чем я сейчас занимаюсь. И очень сильно хочу спать. Мой компьютер составил планы на вечер без меня. Он просто разрядился и выключился. Ну да ладно. Я часто натыкаюсь на вопрос, не выгораю ли я. Лондон... Я не знаю, как это работает, но этот город максимально заставляет тебя как-то собраться. То есть я чувствую физическую усталость. Я, правда, выключаюсь в 10, иногда в 9. И я даже не помню, как я засыпаю. Я засыпаю вот секунда, все, бум. Но в то же время я рано встаю, поэтому это хороший бонус. Но по поводу выгорания я часто переживала этапы в своей жизни, когда тебе кажется, что ты не чувствуешь ничего. Вот ты пустой. У тебя все эмоции на нуле. У тебя даже нет сил будто бы, чтобы что-то сделать. И это отвратительное чувство. И сейчас я нашла свои волшебные таблетки. Это две вещи. Первое — это банальная сила воли. Я понимаю, что есть периоды, когда я могу себя пожалеть, я могу расслабиться, но есть этапы жизни, когда я должна быть собранная. Это моя ответственность. Я верю в то, что наш настрой, как мы настроим свой мозг, вот так все и пойдет. Вот как мы там все запрограммируем, вот то и будет происходить. Вот в таком направлении примерно. Я думаю, иногда нужно дойти до полного эмоционального опустошения, что в какой-то момент вы оказываетесь в такой эмоциональной ямке, и вы понимаете, что, варианта, кроме как пересиливать себя и что-то с этим делать, его просто нет, его не существует. И второе, это скорее помогает мне быть эмоционально расслабленной. Понижение важности. Я рассказывала об одной книге в Телеграме еще в октябре. Называется она «Трансерфинг реальности». Очень заезженная книга, очень, я знаю. И это не совсем та литература, к которой я привыкла уже в более взрослом возрасте, но впервые я ее прочитала в 14 лет. Если вкратце, вся идея книги — это про понижение важности. Всего, абсолютно всего. Людей, событий, проблем, всего. Очень часто нашему мозгу свойственно что-то раздувать, что-то гиперболизировать, что-то преувеличивать. Это не стоит того. Это не столь важно. Сейчас мы пойдем в Чайнатаун. Это китайский район, квартал. Еще очень забавно, что сразу после Хэллоуина все стали украшать к Новому году. Буквально на следующий же день. Это были первые числа ноября, даже последние числа октября. Уже какие-то магазины, улицы были украшены к Новому году. Это очень непривычно. Очень. Но это безумно красиво.
Где он? Пропажа нашлась. Your friend is already there. They are on their way. Okay. Let's see who gets there first. You know, I don't want to be the first because I don't want to wait them. I know. But there's gonna be traffic anyway. There's gonna be so much traffic. Я думаю, на этом будем заканчивать. В целом, мне кажется, я правда выгляжу очень уставшей, мне надо, наверное, больше спать.